Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы поговорим про автоматизацию управления отоплением в доме. И я расскажу про свой собственный кейс, который реализован на электрических термоголовках Danfoss, управляемых розетках и датчиках температуры. Описанный здесь метод можно применить и для теплых полов, и для электрических радиаторов, и даже для кондиционеров. В своей реализации я использовал электрическую термоголовку Danfoss TVAA для клапанов RA под напряжение 230 вольт. Вариант NC нормально закрытый. Это значит, что для открытия клапана на термоголовку нужно подать напряжение. Вариантов крепления существует множество, нужно подобрать свой. В остальном принцип работы идентичен. Устройство внешне похоже на обычную механическую термоголовку, только с питающим проводом. Нормально закрытая головка из коробки находится в принудительно открытом состоянии, в котором ее поддерживает пластиковая скоба. Крепится эта термоголовка при помощи стопорного винта. Внутри нее скрывается механизм, который нажимает на клапан, перекрывая его. При включении питания он отводится назад и открывается. У меня на батареях стояли обычные механические терморегуляторы, снимаются они легко, без инструментов. Вместо него ставится электрический регулятор, задвигается до упора и фиксируется при помощи стопора. Только после этого снимается пластиковая скоба и клапан перекрывается. В момент установки температура поверхности батареи была почти 48 градусов. После снятия скобы и перекрытия клапана она стала падать и через час составляла 23 градуса. Включаем клапан в розетку. В момент включения потребление составило почти 20 Вт. Почти сразу упало вдвое и потом плавно уменьшалось. И к полному открытию, которое заняло почти 5 минут, ровно столько длится это видео в реальном времени, до 3 Вт. В течение 15 минут температура поверхности батареи снова поднялась до 49 градусов. Управлять этим можно, например, и в мехом, используя различные связки, например, ZigBee датчика и розетки, или Wi-Fi удлинителя или розетки, а температуры можно брать из увлажнителя и с очистителя воздуха. Скажем, при снижении температуры менее 21 градуса включать розетку. И аналогичные сценарии на выключение при достижении комфортной температуры, тем самым поддерживая ее в желаемых пределах. Можно использовать вариант связки какого-то из Bluetooth датчиков, а при использовании новой Wi-Fi розетки с BLE шлюзом они смогут работать просто в паре друг с другом. Кстати, вместо розетки и удлинителя можно использовать и проводной выключатель. Также можно предусмотреть включение и выключение по заданным дням и времени и сделать ручной сценарий для принудительного включения. Для тех, кто уже наигрался с мехом, рассмотрим штатный компонент Home Assistant термостат. Для него нужно создать, если еще нет, раздел «Климат». Как обычно, я выношу его в отдельный файл. В нем для каждой термоголовки создается отдельная сущность на платформе Generic Thermostat. Следующей строкой его имя в системе. И дальше давайте рассмотрим все его параметры. В строке Heater – название розетки, которая будет управлять нашей термоголовкой. Целевой сенсор – это название датчика температуры, по которому будет работать термостат. Целевая температура в градусах Цельсия – это та, которая будет устанавливаться при запуске Home Assistant. EV температура – этот параметр включает для термостата отдельный режим работы, не дома. Также содержит температуру по умолчанию для него. Эти два параметра – это минимум и максимум на шкале термостата, пределы, в которых им можно будет управлять. Режим кондиционера включает охлаждение, то есть при его активации розетка Heater будет включаться при превышении целевой температуры, а выключаться при понижении. Эти два параметра – допуски для включения и выключения в градусах Цельсия. В данном примере полградуса.
Это значит, что включаться розетка будет при температуре ниже, чем 20,5 градусов, а выключаться при превышении 21,5 градус при целевой температуре в 21 градус. Минимальный период, в котором будет находиться термостат в режиме включено или выключено, может быть в секундах или в минутах. С учетом времени открытия термоголовки я поставил 5 минут. Это минимальный интервал между отправками команд на розетку термостата. В этом примере команды могут отправляться не чаще, чем раз в 3 минуты. Это позволяет нивелировать влияние временных обрывов связи. Это состояние термостата после загрузки Home Assistant может быть выключено, режим поддержания тепла Heat или холода Cool. Для отображения термостата в интерфейсе Low Lace существует специальная карта. Выглядит она так. По кругу ползунок для установки целевой температуры. В центре большими цифрами текущая температура, под ней целевая температура. Потом режим работы, бездействие, когда розетка выключена, или обогрев, когда включена. И Preset, дома или не дома. Внизу две иконки, обогрев и выключенные, название термостата. Например, при заданной температуре в 24 градуса и текущей в 23,8 она попадает в параметры допуска и термостат не включается. А если повысить до 26 градусов, то включается розетка, которая открывает термоголовку. Для каждого термостата может быть выставлен свой собственный режим, что позволяет гибко регулировать температуру в доме. Вот пример скрипта, который переводит термостат в режим дома. Он назван почему-то как known. Этот скрипт переводит термостат в режим away, не дома. Второй сервис устанавливает целевую температуру в 19 градусов. Режимы дома и не дома имеют свои целевые температуры и помнят изменения до момента перезагрузки сервера. Это пример одной из моих автоматизаций, которая запускается каждые 5 минут или по смене состояния темплейт-сенсора режим нагрева. Если он включен, термостат переводится в режим дома, выключен не дома. Этот сенсор может учитывать абсолютно любые условия. В этом примере нахождение кого-то дома, либо включенный режим выходного дня. Условий таких может быть сколько угодно. Сейчас у меня трудится 4 таких термостата. Это позволяет не только поддерживать автоматически температуру на комфортном уровне, но и существенно экономить, не грея воздух тогда, когда дома никого нет. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!